Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю очень быстрый вариант торта Сникерс. Готовить я его буду с карамелью. Торт этот буквально тает во рту. Как я уже сказала, это очень быстрый вариант данного торта. Несколько вариантов торта Сникерс уже есть на моем канале. Ссылки я оставлю вам в описании на те видео, в описании к данному видео. А сейчас приготовим данный рецепт. Здесь у меня 170 грамм муки. Туда же я добавляю 30 грамм какао-порошка, неалкализованный у меня здесь какао-порошок, и 7 грамм разрыхлителя. Все это я сейчас просто перемешиваю и отставляю в сторону. Беру 3 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм, и все это взбиваю примерно минуту. Сейчас туда же я добавляю 140 грамм сахара, порциями ввожу и взбиваю всю яичную смесь примерно 3 минуты. Вот до такого состояния у нас взбивается смесь. Туда же я сейчас добавляю 75 миллилитров молока комнатной температуры, 75 грамм растительного масла без запаха. И все это просто перемешиваю, ничего больше я не взбиваю. Просеиваю сейчас всю сухую смесь. И просто прорабатываю все это миксером. Не взбиваю долго, но прорабатываю, чтобы все комочки разошлись. И обязательно со стенок посуды собираем всю сухую смесь. Итак, духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду вот в такой форме 20 сантиметров в диаметре на режиме вверх-низ без конвекции. Примерно 30-35 минут. Все зависит будет от вашей духовки. Бисквит у меня испекся, я ему сейчас даю полностью остыть. Проверяю для вас сейчас деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухая и чистая. Очень быстрый рецепт, всегда получается, буквально тает во рту. Здесь у меня 200 грамм сахара, я ставлю на огонь, на очень умеренный огонь. 180 миллилитров сливок, 30% жирности я довела до кипения и добавила туда щепотку соли. И сняла с огня и отставила пока что. Сахар начинает потихоньку плавиться, из боков я слегка его начинаю пододвигать к центру. Ничего здесь я пока не перемешиваю. Еще раз повторяю, на очень умеренном огне я все это делаю. Сейчас моя задача, чтобы сахар полностью растворился. Когда сахар растворился, я добавляю туда 100 грамм сливочного масла. Здесь у меня 82% жирности у масла. Все это просто перемешиваю. Сейчас у меня плита полностью выключена. То есть в горячей карамели масло полностью разойдется. И туда же я сейчас вливаю все горячие сливки. И опять все очень хорошо перемешиваю. Еще раз повторяю, что плита у меня выключена на данный момент. Как только прекратится вот это бурное шипение, я опять включаю сейчас плиту на умеренный огонь и провариваю карамель примерно 1,5-2 минуты, но это очень примерное время, до температуры 106 градусов Цельсия. И карамель готова, я ее снимаю сейчас с огня, переливаю ее в жаропрочную емкость, где она у меня просто будет остывать. Сейчас до комнатной температуры. Видите, ничего не подгорело. Все, карамель вот такого цвета должна получиться, то есть ни в коем случае не темнее. Бисквит у меня остыл уже полностью, и карамель уже остыла до комнатной температуры. Если вам нужно очень быстро собрать этот торт, можете охлаждать ее тогда в холодильнике. Нарезаю сейчас на 3 коржа и буду собирать с ними тортик.
Рецептов карамели на моем канале множество. Есть даже карамель, которая готовится на молоке. Есть карамель, которая готовится на глюкозном сиропе, на инвертном сиропе. Все эти ссылки я вам оставлю в описании к данному видео. У меня получилось вот таких 3 коржа и буквально там незначительная шапочка. Сейчас я приготовлю крем. Здесь 250 мл очень холодных сливок для взбивания 30%, 30 грамм сахарной пудры и 16 грамм ванильного сахара. Туда же я отправляю 250 грамм очень холодного сыра маскарпоне. И все это сейчас просто буду взбивать до однородности. Здесь очень важно этот крем не перевзбить, потому что и сливки, и маскарпоне – это 2 таких ингредиента, которые можно перевзбить. Здесь смотрите за получающейся у вас взбитой массой. То есть она должна очень хорошо держать форму, но не пойти крупинками. Карамель я перекладываю сейчас в кондитерский мешок. Кондитерский мешок лучше брать попрочнее, если у вас есть такой. Если нету, то возьмите просто пакет для замораживания продуктов. Сливочный крем я также разложила в 2 кондитерских мешка, чтобы на 2 прослойки мне было удобнее его наносить. И сейчас делаю такое основание из крема и бортик делаю для карамели. Делается все это очень просто и очень быстро. Карамель я также наношу из кондитерского мешка. Здесь хватит на 2 прослойки как раз. Здесь у меня 150 грамм уже обжаренного, готового, слегка подсоленого арахиса. Арахис я, как правило, покупаю, я его сама очень редко обжариваю. Сейчас огромное количество фирм-производителей арахиса, из которых можно выбрать очень достойное качество и уже пользоваться этой продукцией. Это очень экономит время. Я выложила также бисквитную прослойку, и все то же самое я повторяю с последующим коржом. Я поставила торт в кондитерское кольцо. Сейчас здесь у меня буквально 30 грамм понадобится для пропитки холодной кипяченой воды, и я пропитываю просто верхний корж, который при выпечке у нас был именно дном у этого бисквита. Слегка его пропитаю. И отправляю сейчас в холодильник, ну хотя бы на час, чтобы вкусы все эти между собой объединились. Можно и на ночь отправить. Здесь я мелко вот так вот нарезаю 50 грамм арахиса, уже обжаренного, тоже подсоленого. Здесь у меня 280 грамм шоколада, 40% какао. Отправляю туда 100 грамм сливок комнатной температуры. Шоколад я растопила в микроволновке. Отправляю туда весь арахис. Все просто перемешиваю. Торт я достала из холодильника. Торт очень быстро схватывается. Крем стабильный, карамель стабильная. Если вы сомневаетесь, лучше поставить на ночь. Покрываю просто тортик этот вот этой глазурью шоколадной. Я его не ставила в холодильник, она еще блестит пока вот так, она потом подзастынет. И вот такой прекрасный разрез у нас получается. Торт, который сможет приготовить даже новичок. Здесь не нужен сверхмощный планетарный миксер, то есть все это готовится предельно просто при помощи обычного слабомощного ручного миксера. Торт получается необыкновенно вкусный, влажный, очень много карамели здесь в торте, он буквально тает во рту. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.